Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я выпекаю вкуснейший апельсиновый шифоновый бисквит, который всегда получается. Вот так ровно он выпекается, без горки, не опадает. И я покажу именно, как я это делаю, чтобы он сразу у вас получился, этот бисквит. Вот так ровно он идеально нарезается. Ароматнейший, в меру сладкий, такой сочный, влажный бисквит, который не требует пропитки и всегда получается. Что же нам для этого понадобится? Здесь у меня продукты на 2 формы по 20 сантиметров. Сейчас все покажу. 6 яиц среднего размера по 50 грамм, примерно яйцо. 180 грамм сахара, пакетик ванильного сахара. Цедра от 2 апельсинов. Апельсины, с них мы снимаем цедру теркой. И вот так они должны выглядеть после этого. Мы не доходим до белого слоя, который горчит. Это нужно сделать обязательно и вымыть предварительно апельсин горячей водой. А здесь у меня натуральный ароматизатор апельсиновый. Вы же можете его не брать. Я возьму просто пару капель. Но и без него будет превосходно. 10 грамм разрыхлителя. 240 грамм пшеничной муки. 60 грамм растительного масла без запаха. 30 грамм кукурузного крахмала и 90 грамм свежевыжатого апельсинового сока. Яйца на малом ходу миксера я перемешиваю с ванильным сахаром, добавляю туда кукурузный крахмал и сразу увеличиваю обороты миксера на полную мощность, чтобы крахмал очень хорошо разошелся. Меня очень многие спрашивают, почему я остатки крахмала просто добавляю, потому что очень плохо от посуды крахмал всегда отходит. А почему я добавляю и сахар сразу вводим туда? Почему я добавляю крахмал сразу в яичную смесь? Яичная смесь стабилизируется, и тем самым я не разделяю желтки от белков. Сейчас я приготовлю вот эту масляно-апельсиновую смесь и отставлю ее в сторону. Я смешиваю здесь цедру, апельсиновый сок, подсолнечное масло без запаха и добавлю туда пару капель ароматизатора апельсинового. Еще раз повторю, вы можете не делать с ароматизатором, но я возьму пару капель. Вот этот апельсин, он нам не понадобится, я просто показала на нем, как я снимаю цедру, до какого уровня я дохожу, да, на этом апельсине. Итак, муку с разрыхлителем я обязательно смешиваю. Это делаю я всегда предварительно, чтобы потом у меня не было таких мест в бисквите, где будет один разрыхлитель, допустим. И это будет очень сильно чувствоваться в том кусочке торта, в котором он будет собираться, этот разрыхлитель. Поэтому обязательно я все это перемешиваю очень тщательно венчиком. Это я тоже пока отставляю в сторону, нам пока это не понадобится. Взбиваю я не менее 12 минут вот эту всю массу. Здесь у меня на 6 яиц формы я 2 по 20 сантиметров застелила фольгой. На одну форму, это можете, конечно же, на 3 яйца делать, я все напишу подробнейшие ингредиенты, все будут написаны в описании к данному видео в инфобоксе. Итак, вот до такой степени я взбиваю яичную массу, чтобы слегка мы видели след от венчика, видите, он не уходит. И добавляю туда всю апельсиновую смесь с маслом. И просто на небольших оборотах миксера я это перемешиваю, я это не взбиваю. Вот это в реальном времени я показываю. И этого достаточно. Видите, масса слегка держит форму, не уходит след от венчика. Вот так должна выглядеть масса на выходе. Теперь я просеиваю всю сухую смесь и лопаткой аккуратно буду вмешивать в несколько приемов муку с разрыхлителем в жидкое тесто. Такая смесь у меня должна получиться. Конечно, немножко осядет это все, потому что мы вмешиваем, и крупинки цедры, конечно же, будут видны в тесте. И это нормально, они дадут аромат и вкус. Мандарин ни в коем случае не берите для этого бисквита. Мандарин будет горчить в выпечке. Итак, заливаю формы. И духовка у меня уже разогрета на 160 градусов Цельсия. Выпекать 2 формы я буду 35 минут. Одну форму где-то 30 минут будет выпекаться.
Прошло 35 минут, шпажка выходит сухая и чистая у меня деревянная оттуда. И я буквально оставляю остыть до такой степени, чтобы я могла дотрагиваться до этой формы. Шифоновый бисквит долго не любит находиться в форме, его нужно оттуда извлечь, иначе края начнут отходить сами от формы и будет деформироваться край бисквита. Этого нельзя допускать. Тонким острым ножом я прохожусь по краям формы, плотно прижимая нож к форме и удаляю форму. Видите, бисквит еще горячий, по сути. Я дождалась просто до того момента, пока я могу до него просто дотронуться. Он очень влажный, очень нежный. Таким образом, я переворачиваю бисквит на решетку. И удаляю всю фольгу с дна бисквита. Посмотрите, какое ровное, пропеченное, без пригоревших мест дно. Вот так он должен выглядеть. Вот такой он ровный с боков. Обязательно сразу нужно его извлечь из формы и дном вверх поставить на решетку остывать до комнатной температуры. То же самое я делаю и со второй формой. Бисквит очень нежный, очень влажный. И в принципе его можно сразу же после полного остывания разрезать на коржи и использовать в торте. Там немножко я задела ножом. И видите, вот так идеально он отходит от формы. Фольга у меня пищевая, она не требует дополнительной прослойки. Вот такой ровный, четкий у него получается контур этого бисквита. И сверху тоже. Он не липнет к решетке. Потом он, конечно, немножко подлипнет после ночи в холодильнике. Я заворачиваю в пищевую пленку, убираю на ночь в холодильник. С этим бисквитом я всегда так поступаю, потому что я считаю, что и обязательно дном вверх убираем его. Я считаю, что он все-таки должен перед нарезанием отлежаться в холодильнике хотя бы пару часов. Прошла ночь, и я сейчас нарежу бисквит на коржи. И вы посмотрите. Нарезать буду струной кондитерской на 3-е деление. Выставляю сейчас струну, потому что для последующего торта будем в следующих видео собирать этот торт мега апельсиновый. К праздникам очень вкусный будет этот торт. И нарезаю на 3-м делении. Видите, какой ровный у него разрез. И это шифоновый, очень нежный воздушный бисквит. Ни в коем случае не убавляйте здесь количество муки. У вас он не поднимется и осядет в дно, этот бисквит. Здесь муки, разрыхлителя и крахмала идеальное количество. Тоненькую шапочку я срезаю. Она даже не шапочка, а как бы пленочка. Мне просто это нужно. Вы можете этого не делать. Мне просто это нужно, чтобы у меня были идеально ровные коржи в последующем торте. Здесь, по сути, такой бисквит, его можно разрезать и на 3 коржа. Но я этого не делаю. Я просто хочу, чтобы у меня коржи были потолще. Немножко затрудняет нарезание именно цедра, она попадается. Но ничего страшного. Все равно разрез, посмотрите, какой идеально ровный. Необыкновенный аромат стоит от этого бисквита. И он очень-очень вкусный. Вот такие коржи у меня получаются после ночи в холодильнике. Я очень надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео. Будем собирать мега апельсиновый торт.